Только ситхи все возводят в абсолют. Я выполню свой долг. Ну попробуй. Сегодняшний выпуск будет посвящен отрывку из книги Райдера Уиндема «Взлет и падение» Дарта Вейдера, которая относится к легендам. Данный эпизод расскажет нам о сокровенных мыслях и чувствах Энакина в момент, когда его охватывает пламя на Мустафаре, а затем о его боли и размышлениях во время операции, проводимой дроидами на Корусанте. Наша история начинается сразу после этой сцены. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь ее во мрак! Кричал Оби-Ван тому, что осталось от Энакина Скайуокера, корчившегося на нижнем склоне из черного песка у края лавовой реки на Мустафаре. Изнурительная дуэль отнесла их далеко от посадочной платформы, куда прибыл корабль Падме, и где Энакин, использовав силу, сдавил горло, по всей видимости, лживой жене. Но сейчас дуэль была окончена. Единственным взмахом светового меча Оби-Ван отсек своему бывшему подавану обе ноги у колен и левую руку. Энакин в агонии оторвал свою голову от дымящегося песка. Его глаза пылали яростью, когда он пристально смотрел на Оби-Вана. Нет, я не умру вот так. Я все еще сильнее, чем ты. Ощущая невыносимый жар, проникающий сквозь тунику, Энакин заметил свой световой меч, лежащий неподалеку. Слишком ошеломленный и оцепеневший, чтобы сфокусировать силу, он с ненавистью наблюдал, как Оби-Ван наклонился, взял его меч и начал подниматься по склону. Ненавижу! Проревел Энакин, удерживая взгляд на уходящей фигуре. Оби-Ван остановился и обернулся в последний раз взглянуть в лицо опустошенному, кипящему гневом чудовищу. Ты был мне братом, Энакин! Я любил тебя! Одежду Энакина охватил огонь, и он мгновенно был поглощен пламенем. Его крики были наполнены яростью и болью, мало чем отличающихся от совершенно беспомощного существа. Его инстинкты выкручивали и выбрасывали его из пламени, но, учитывая раны и раскаленные камни под покалеченной головой и туловищем, все, что он мог делать, это гореть и гореть. Оби-Ван ушел, оставляя Энакина умирать. Каким-то образом, сквозь агонию, Энакин уловил последний отблеск присутствия Оби-Вана до того, как джедай исчез из виду. Энакин продолжал кричать. В конце концов, огонь погас. Правая механическая рука Энакина вонзилась в песок. Он потянулся и передвинулся на несколько миллиметров вверх по склону. Еще! С каждым движением раскаленные вулканические осколки соскабливали и срывали его обгорелую плоть. Это потребовало всей его концентрации, чтобы передвинуть свои обожженные остатки вверх по склону, подальше от лавовой реки. Он застонал. Только способности в силе удерживали его от потери сознания. Еще! Только ненависть к Оби-Вану давала ему желание прожить еще один день. Энакин... Он все еще думал о себе, как об Энакине. Услышал двигатель корабля, пролетающего над ним. Он не знал, сколько прошло времени, пока голос солдата-клона не прокричал. Ваше Величество, сюда! Затем он услышал голос Палпатина. Вот он! Он еще жив! Почерневшее туловище Энакина полностью обмякло, когда он, наконец, позволил тьме захлестнуть его. Энакин очнулся на операционном столе, окруженный дроидами. Император Палпатин доставил его в центр хирургической реконструкции на Корусанте, и дроиды стали деловито присоединять механические конечности к содрогающемуся туловищу павшего джедая. Они работали быстро, чтобы сохранить драгоценные мидихлорианы, содержащиеся в его крови и тканях. Предотвращая сокращение численности мидихлориан препаратами, дроиды работали без обезболивающих средств.
Энакин чувствовал все. Он чувствовал каждое холодное лезвие, которое разрезало его израненную плоть, что позволяло использовать зонд для стабилизации поврежденных внутренних органов. Он извивался, когда разрушенные кости заменяли пластоидом, и сжимался, когда лазеры имплантировали новые конечности. На каком-то этапе он подслушал, как дроид-хирург объяснял Палпатину, что теперь ему потребуется специальный шлем и дыхательный аппарат. Но несмотря на поврежденные легкие, в течение всей операции он не переставал кричать. Наконец, его состояние стабилизировали. Энакин спокойно лежал на столе, все еще обездвиженный. На него был надет блестящий черный костюм жизнеобеспечения со светящейся контрольной панелью поперек груди. Он наблюдал, как автоматическое устройство над его головой медленно опускало на лицо черную маску с овальными зрительными рецепторами и треугольным респираторным отверстием, в то время как другой аппарат надевал шлем. Шлем и маска соединились вместе, запираясь защитным кольцом вокруг его шеи. Полностью заключенный внутри герметичного костюма, он услышал неприятный, затрудненный механический звук и затем понял, что это был звук его собственного дыхания. Стол наклонился, поднимая обездвиженное тело Энакина в вертикальное положение. Из тени операционной, накрытый капюшоном, подошел император и произнес: Владыка Вейдер, ты слышишь меня? Вейдер? Правильно. Я Дарт Вейдер. Энакин ушел. Вейдер выдохнул, а затем сказал: Да, учитель. Модулятор преобразовал его собственный голос в командный баритон. Он все еще чувствовал слабость, поэтому с трудом повернул голову, приспосабливая зрение через шлем, чтобы лучше увидеть Палпатина. Лицо императора было искривленным и покоробленным, обезображенным ситхской молнией, которую отразил Мейс Винду во время их схватки. «А где Падме?» – сказал Вейдер новым голосом. После всего, что случилось, он все еще беспокоился о ней, все еще любил ее, все еще хотел спасти ее жизнь. Она цела? С ней все в порядке? Самым сочувствующим тоном Палпатин произнес: Похоже, что ты убил ее в гневе. Вейдер зарычал. Я не мог. Она была жива, я чувствовал. Его внутренний голос звучал необычно, слабее, чем синтезированный гул, испускаемый маской. Я любил ее. Я сделал все, чтобы спасти ее. Он воскресил в памяти момент удушения Падме на Мустафаре, наблюдая, как ее тело съеживается и падает на посадочную платформу. Я не хотел. Палпатин сделал осторожный шаг назад, как только Вейдер застонал с болью и гневом. Оборудование и дроиды внутри лаборатории начали лопаться и взрываться, когда Вейдер высвободил во всех направлениях всю свою мощь силы. Раздался громкий треск металла, когда он оторвал свою левую, а затем и правую руку от стола. Пошатываясь, он прошел вперед на искусственных ногах, обутых в громоздкие ботинки, остановившись у края хирургического пола. И как-то сквозь всю свою ярость он внезапно осознал, по крайней мере, одну истину. Падме мертва вместе с их нерожденным ребенком. Кричал он так громко и долго, что его крик эхом отражался от стен. За своей маской он сжал глаза в попытке удержать слезы, которые физически не мог вытереть. Но слез не было. Он не знал, дроиды ли что-то изменили или удалили его слезные протоки. Его это не заботило. Все, что он точно знал, Падме ушла от него навсегда. А там еще много джедаев ожидало своей смерти. Лишенный любви и неспособный ощутить прикосновение через покрытые перчаткой кибернетические пальцы, Дарт Вейдер в конечном счете был готов всецело принять темную сторону. Так он и сделал.
Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.